Полгода назад команда Гарри говорила прессе прямым текстом. Он никогда не вернется в Британию. Он любит свою жизнь в Калифорнии. Сегодня, по словам королевского биографа, в его окружении шепотом обсуждают совсем другое. Лето 2027 года. Гарри, Меган и оба их ребенка на публике в Британии на играх Invictus. 5 лет весь мир слышит одно слово – Мекзит. Побег, разрыв, новая жизнь подальше от короны. А теперь источники в его окружении говорят прямо противоположное. И что важнее всего, никто в команде сассекских это не опровергает. Что заставило человека, который так демонстративно хлопнул дверью, тихо начать искать дорогу обратно? И если он действительно возвращается, что случилось с той жизнью, ради которой он все это затевал? Всем привет, мои дорогие! Сегодня разбираем историю, которая переворачивает все, что мы знали про Гарри и его окончательный разрыв с Британией. Начнем с главного источника этой информации. Опытная королевская журналистка Элисон Бошов, которая годами имеет доступ к людям из окружения сассекских, рассказывала, по ее словам, люди вокруг них считают, что летом 2027-го все четверо будут в Британии на публике на мероприятии Invictus. Это не заявление самого Гарри, это не официальный анонс, это то, что говорят инсайдеры. И я хочу, чтобы вы это понимали четко. Перед вами не подтвержденный факт, а достаточно надежный слух из первых рук. Но вот что делает этот слух особенно тяжелым. По словам той же Бошов, еще 1,5 года назад один из специалистов по коммуникациям в команде Гарри прямо заявлял: принц никогда не вернется, потому что обожает калифорнийскую жизнь. А сейчас, ее словами, это полностью изменилось и развернулось на 180 градусов, причем совсем тихо. Тихо – вот ключевое слово, не пресс-релиз, не громкое интервью, а медленный, почти незаметный разворот, который заметили только те, кто следит за каждым словом из окружения пары. А теперь почему? Причина, которую называют Бошов, звучит почти как приговор их американской мечте. Гарри и Меган оба чувствуют, что Америка к ним остывает. Не отвергает открыто, не устраивает скандал, просто медленно теряет интерес. А для пары, чья медийная и финансовая модель годами строилась на статусе самых обсуждаемых людей планеты, равнодушие страшнее любого скандала. И это накладывается на то, что происходило буквально этим летом, когда Гарри планировал привезти Меган и детей Арчи и Лилибет в Британию на 5 дней в июле. Разразился отдельный кризис. Британские власти отказали ему в оплачиваемой государственной полицейской охране, и его команде пришлось публично заявлять, что они рассматривают любой доступный вариант, чтобы все равно обеспечить семье безопасность. Вдумайтесь, человек, рожденный принцем этой страны, должен был выбивать право на защиту для собственных детей на земле, где он вырос. Визит все-таки состоялся, и именно тогда, впервые за 4 года, вся семья оказалась под одной крышей с королем в Хайгроуе. Не как громкое примирение с фанфарами, а как тихая, почти украдко организованная встреча. Если сложить это вместе с историей про лето 2027-го, вырисовывается совсем другая картина. Это не разовый эпизод потепления, а первый видимый шаг куда более долгого пути назад. Дальше Invictus. Это не случайный выбор даты и повода. Бирмингем принимает игры Invictus в 2027-м. И это личный проект Гарри, соревнования, которые он сам придумал для раненых военных. Если он действительно появится там с Меган и детьми публично на своей земле, это будет не просто визит, это будет заявление без единого слова: мы здесь, мы снова часть этой картины. Но вот вопрос, который стоит задать прямо: а что скажет на все это Уильям? Мы уже знаем из истории Хайгроув, что старший брат демонстративно не приехал на встречу отца с Гарри. Ни отпуск, ни командировка, просто отказ.
Если разговоры о постоянном возвращении Гарри в Британию не миф, Уильяму придется решать либо участвовать в этом медленном примирении отца с младшим сыном, либо и дальше держать дистанцию, пока весь остальной мир наблюдает за тем, как семья, казалось бы, начинает срастаться заново. Есть еще одна сторона этой истории, о которой почти не говорят. Что значит «Америка остывает» на практике? Это не абстрактное чувство, это контракты, интервью, приглашения, которые перестают приходить с прежней частотой. Пара, которая 5 лет назад демонстративно отказалась от королевских привилегий ради независимой медийной жизни, вдруг обнаруживает, что независимость без постоянного внимания публики стоит куда дешевле, чем казалось в день громкого прощания с Британией. Вспомните, с чего все начиналось. Мигзит подавался не как побег, а как манифест. Пара хотела зарабатывать сама, говорить от своего имени, жить без протокола и без вечного сравнения с Кейт и Уильямом. Меган тогда прямо говорила, что устала быть фарфоровой куклой в системе, которая не давала ей дышать. И на первых порах план сработал блестяще. Многомиллионные контракты с Netflix и Spotify, обложки журналов, статус самой обсуждаемой пары на планете. Калифорния казалась не изгнанием, а освобождением, но контракты имеют свойство заканчиваться. Соглашение Spotify закрылось еще в 2023. Документальный сериал на Netflix отгремел и стих. А внимание аудитории, как известно, штука капризная. Оно требует постоянно новой драмы, а не одной и той же истории про побег из дворца. И вот 3-4 года спустя выясняется, без королевского статуса, который когда-то делал каждое их слово мировой новостью, поддерживать этот уровень интереса собственными силами оказалось куда тяжелее, чем предполагал первоначальный план. И вот тут ловушка, в которую они, возможно, сами себя загнали. Вернуться сейчас значит признать косвенно, что план Мигзит не выдержал испытания временем. Не вернуться значит рисковать тем, что интерес угаснет окончательно, а вместе с ними и все, ради чего они когда-то ушли. Между этими двумя вариантами, судя по всему, они и балансируют прямо сейчас. Тихо, без объявлений, но, по всей видимости, уже сделав первый шаг. При этом сам Букингемский дворец ведет себя нехарактерно осторожно. Ни одного официального опровержения слов Бошев, ни одного источники, близкие ко дворцу, с привычным холодным комментарием. Молчание короны в такой ситуации сама по себе говорит немало. Если бы речь шла о полностью выдуманной истории, обычно находится хотя бы один анонимный голос, чтобы аккуратно ее потушить. Здесь такого голоса пока не прозвучало. Как вы думаете, это действительно начало настоящего возвращения или просто разовый эпизод, который королевские журналисты раздули до сенсации? А если возвращение все же случится, простит ли им Британия тот самый громкий уход 5 лет назад? Или примет обратно, только с холодной вежливостью, без единого теплого слова? Пишите в комментариях, мне правда интересно, верите ли вы, Гарри готов вернуться туда, откуда так демонстративно ушел? Ставьте лайк, если считаете, что за красивыми словами про независимость иногда скрывается самое обычное одиночество вдалеке от дома. И подписывайтесь, потому что если лето 2027 действительно станет тем самым возвращением, я разберу каждый его шаг так же честно, как делаю это всегда. Увидимся совсем скоро с историей, которая, кажется, еще не раз заставит нас пересмотреть все, что мы думали об этой семье.